Стружка – это отходы станочной обработки древесины, обладающие полезными свойствами. Они являются ценным ресурсом, который находит множество применений. Применение отходов обработки древесины помогает сократить потребление природных ресурсов, а также значительно удешевить готовую продукцию. Внешне многие виды мелкой стружки похожи на крупные опилки. Поэтому очень важно разобраться в том, чем эти материалы отличаются друг от друга. Опилки – это отходы распиливания древесины, а стружки – это отходы станочного или ручного строгания. При строгании, как и во время пиления, происходит один и тот же процесс. Наконечник металлического инструмента удаляет тонкий слой древесины с поверхности детали. Однако при пилении инструмент соскребает древесину с поверхности, а вот при строгании происходит несколько процессов, которые зависят от направления движения ножа относительно волокон обрабатываемой детали. Несмотря на то, что большинство стружки получают с помощью строгания и фрезерования, на некоторых предприятиях, выпускающих ориентировно-стружечные плиты, стружку получают с помощью дисковых станков. Загрузили 6 кубов и везем на дачу. Весной буду строить опилкобетонный дом. Едем с Валерием Ивановичем опилки выгружать. По объявлению на Авито нашел предприятие деревообрабатывающее в нашем городе, где опилку и стружки отдают даром, лишь бы освободить площадь для приемки древесины. Позвонил, спросил, приезжайте, говорят, найдите машину, мы вам погрузим бигбэгами. Только мешки привезите на обмен. Нашел мешки, поехал, купил 10 штук по 250 рублей. Приехал, а в газельку не входит 10 штук, только 6. Ну ничего, 6 дали. Сказал, что в следующий раз еще раз приеду. А эта пилорама находится недалеко от моего дачного участка. 6 мешков отдал, 6 полных опилки стружки забрал. Сейчас разгрузим, а вечерком, когда машина еще раз освободится, приедем, еще второй рейс сделаем. Я там прохожу поворотом. Один рейс 1500. Я думаю, вполне нормальная цена, адекватная будет, если рассчитать, сколько будет стоить один куб. Допустим, если посчитать 1500 рублей разделить на 6 мешков, в итоге получается 250 рублей один мешок, один куб. А если принять во внимание, что в одном кубе мешка, в одном бигбэге находится 10 обычных мешков, то есть для одного замеса бетономешалки я использую 6 ведер. Это примерно один мешок. Это один мешок будет стоить 25 рублей. Я считаю, это не так дорого. Вначале я искал кран-манипулятор, чтобы эти мешки бигбэги на пилораме мне загрузили, а на месте на даче манипулятор сам выгрузил. Но одна машина запросила 4000 рублей, чтобы привезти. Другая машина запросила 7500. Что я посчитал, что это неадекватное
стоимость и решил попросить друга, своего друга Валерия Ивановича, помочь разгрузить эти мешки. Плюс еще и водитель помог. Вот втроем мы раскидали первый рейс. Эти мешки разложили. А вечерком поедем за вторым рейсом. И в итоге будет 12 кубов на месте. К весне готов, к началу сезона. Я хотел привязать, чтобы упадет, так, чтобы меньше рассыпалось. Давай попробуем. Вряд ли. Может, Что, пробуем? Давай, пробуем. А мешки тяжелые. 1 куб сырых. Опилок стружки от сосны весит от 250 до 300 килограмм. Так? Втроем кантуем и разгружаем. Да, ближе туда. Так, развернем. Че, роняем, что ли? Радио, ты где там? Тебя не задавит там? Где? Так. Сюда. Чуть-чуть. Отойди, да? Все, роняем. А те, наверное, в ту сторону, что ли, кидай? Или сюда же хотел? Друг на друга, что ли? Этот назад можно. Порода древесины – одна из важнейших характеристик древесных отходов. Ведь стружка сохраняет такие качества изначальной древесины, как теплотворную способность, теплопроводность, водопоглощение, удельную плотность, содержание смолы и других активных веществ. И, конечно же, сахаристость. Способ получения влияет на размер и форму древесных отходов, поэтому отходы продольного строгания древесины всегда отличаются по форме от тех, что получены при поперечном строгании. На размеры стружки влияет как скорость подачи древесины в обрабатывающее устройство, так и характеристики станка. Во время обработки древесных деталей отходы сохраняют влажность исходного материала, поэтому их приходится замачивать или просушивать в зависимости от потребностей, возникающих во время дальнейшей переработки. Пренебрежение этими характеристиками может привести к тому, что вместо пользы древесные отходы принесут вред и ухудшат конечный результат. Основные поставщики стружки – это различные деревообрабатывающие предприятия и мастерские. На столярных производствах чаще всего можно найти отходы хвойных пород древесины. Если же необходимы отходы лиственных пород, то их ищут на мебельных производствах. Чем крупнее производство и выше объем производимой продукции, тем больше отходов собирается в бункерах. У владельцев и работников деревообрабатывающих предприятий возникает вопрос, как избавиться от отходов, куда их деть? Не закопать же всю
стружку или опилки в землю. Это лишь небольшой объем, причем до окончания процессов разложения целлюлозы на углекислый газ и гумус земля над таким местом будет непригодной для выращивания растений. Поэтому оптимальными способами утилизации является переработка какой-нибудь полезный продукт, продажа или использование для собственных нужд. Отходы станочной обработки древесины используют для изготовления различных стройматериалов, наиболее популярные из которых опилкобетон и различные конструкционно-отделочные плиты. Основные преимущества стройматериалов, изготовленных из древесной стружки, в том, что они обходятся дешевле своих аналогов и обладают более сильными теплосберегающим эффектом. Благодаря пористой структуре и упругости стружка хорошо подходит для подсыпки различным животным. Домашним питомцам дешевые, а порой и бесплатные древесные отходы с успехом заменяют гораздо более дорогие наполнители кошачьих и собачьих туалетов. Стружка по способности впитывать жидкости и запахи не уступает наполнителям туалетов, но ее ресурс, то есть максимальное количество жидкости и запаха, которые древесные отходы могут вобрать в себя, несколько меньше. Скажи пару слов. Надо. Мне кино снимать. Несмотря на то, что древесная стружка – это отходы станочной обработки древесины, она является ценным материалом, пригодным для различного использования.